Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов известного британского режиссера Дэнни Бойла. Он снял достаточно много известных фильмов, у меня их много в коллекции, и поэтому их хочу показать сегодня вам. Итак, давайте начнем. И первый фильм Дэнни Бойла, который у меня есть, это фильм «На игле». Это культовый фильм данного режиссера по роману Ирвина Уэлша. В данном фильме снимался Юэн Макгрегор. Также снимались Роберт Карлайл, Джонни Ли Миллер, Эван Бремнер и Келли Макдональд. Такое вот издание. Как мы можем видеть из данной надписи, данное издание сделано на болванке, но это издание лицензионное. Данный фильм вышел в 1995 году. Он имеет оценку 8,0 на Кинопоиске и 8,1 на IMDb. Такое вот кино. Далее. Единственное DVD в сегодняшней коллекции — это фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. За роль в данном фильме Ди Каприо был номинирован на «Золотую малину». Данное кино вышло в 2000 году. Имеет оценку 7,4 на Кинопоиске и 6,6 на IMDb. Фильм снят по роману Алекса Гарланда, который, кроме этого фильма, также работал с режиссером и на следующих двух картинах, которые я покажу. А данный фильм «Пляж». Следующее кино — это фильм «28 дней спустя». Фильм Дэнни Бойла. Здесь рассказывается о зомби-апокалипсисе. И данное кино вышло в 2002 году. И данное кино имеет оценку 7,5 на Кинопоиске и 7,5 на IMDb. 28 дней спустя. Далее, следующее кино — это фильм Дэнни Бойла «Пекло». Он вышел в 2007 году. Это у нас фантастический фильм. Такое вот издание данного фильма. Данный фильм вышел в 2007 году и имеет оценку 7,3 на Кинопоиске и 7,2 на IMDb. И в данном фильме снимался из известных актеров Крис Эванс. Далее, следующее кино. Следующий фильм — это фильм, за который Дэнни Бойл получил Оскар как лучший режиссер, а сама картина была удостоена 8 премий Оскар, включая лучший фильм. Это фильм «Миллионер из трущоб», действие которого происходит в Индии. Главную роль здесь сыграл Дев Патель, британский актер индийского происхождения. Данное кино вышло в 2008 году и имеет оценку 7,8 на Кинопоиске и 8,0 на сайте IMDb. Песня из данного фильма Джей Хо также получила Оскар, став первой песней на индийских языках,
которая была удостоена данной премии. Далее фильм «127 часов» с Джеймсом Франко. Фильм, основанный на реальных событиях. Внутренний арт данного издания. А человек, про которого фильм был снят, снялся в данном кино в эпизодической роли. А именно альпинист Аарон Ральстон. Данное кино вышло в 2010 году. Имеет оценку 7,7 на Кинопоиске и 7,5 на сайте IMDb. Далее, следующее кино. Это криминальный триллер «Транс», в котором снялись Джеймс Макэвой, Винсент Кассель и Розарио Доусон. Причем последнюю актрису можно увидеть в данном фильме полностью голой. Данный кинофильм вышел в 2013 году, имеет оценку 7,2 на Кинопоиске и 6,6 на сайте IMDb. Следующее кино – это байопик про основателя компании Apple Стива Джобса. В данном фильме снимались Майкл Фассбендер, Кейт Уинслет, Сет Роген и Джефф Дэниелс. Стив Джобс вышел в 2015 году, имеет оценку 6,7 на Кинопоиске и 7,2 на сайте IMDb. Далее, следующее кино. Это продолжение данного фильма. Это фильм Т2 Трейнспоттинг, в котором также снялись Юэн Макгрегор, Юэн Бремер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Этот фильм вышел в 2017 году, имеет оценку 7,3 на Кинопоиске и 7,2 на сайте IMDb. И, наконец, последний кинофильм полнометражный, который выходил от данного режиссера, это фильм «Yesterday», или «Вчера», в котором снялись Химеш Патель, Лили Джеймс, Джоэл Фрай и Эд Ширан. Здесь у нас уже другое изображение. Присутствует внутренний арт. В данном фильме рассказывается о том, как по всему миру выключился свет, а после его включения все забыли про существование группы Beatles. И главный герой остался единственным, кто помнил и хочет благодаря этим песням стать известным. Данное кино вышло в 2019 году,
Имеет оценку 6,9 на Кинопоиске и 6,8 на IMDb. Такая вот коллекция фильмов данного режиссера у меня есть. Как мы можем видеть из оценок, плохих фильмов он не снимает. То есть фильмы получают либо средние оценки, либо высокие оценки от зрителей. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И пока.